Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 21 по 31 октября. Давайте узнаем подсказки карт Таро на будущее. Каковы события ближайшего будущего и с чем это будет связано? У нас сегодня две колоды. Первая – это колода Ленорман. И мы разложим, достанем несколько карт, чтобы узнать, как видят карты Ленорман события или обстановку на этот период времени. А после мы дополним колоды Золотого Таро и раскроем по разным позициям, что для вас это десятидневка. Итак, обстановка. Близнецы с 21 по 31 октября. Я оставлю ссылки в описании под видео. Кому это интересно, кто хочет узнать поподробнее, у меня есть видео, но в другом несколько контексте построено, тоже до конца октября и до конца года, а также ссылка на мой сайт. Итак, что же вы, мои дорогие? Ага, лиса. Может быть, это вы столкнулись с какой-то... Или это то, что вы уже пережили. Потому что если выпадает лиса, это всегда хитрость. И коль уж это первой картой идет, тут может быть двояко. Либо кто-то из вас, может быть, задумал, ну, какое-то дело обустроить, и вам необходимо, ну, буквально быть гибче, схитрить. Может быть, и обстановка вокруг вас. Такова мы раскроем еще карты и поймем, что в отношении чего это нам карта хочет сказать. Но все же это предупреждение, когда как будто в отношении вас была проявлена какая-то хитрость. Лиса – это где-то манипуляции. Давайте узнаем, что же еще. Ах, вот теперь уже более ясно. Выпадает карта метла, когда мы как раз хотим разобраться по какому-то вопросу. Пересматривать окружение конкретно у вас сейчас как задача номер один, может быть, в уходящую десятидневку октября 2024 года, мои дорогие близнецы. Это, как знаете, провести параллели. Кто со мной остается, а кого я словно вычеркиваю в своей жизни. Вот есть какая-то реальность. И метла – это всегда мы наводим порядок. Мы отказываемся, как и от ментального мусора. Мы становимся большими реалистами. Мы не должны попасть в какую-то буквально ловушку или просак. И еще раз. Или повторить какую-то еще прежнюю ошибку. Все же, когда метла выпадает, это что-то прошлое, мои дорогие. Поэтому вот анализ прошлых ситуаций, ваших побед и не очень побед, а вот как раз либо ошибок или каких-то оплошностей, когда вы проанализируете, точно будете знать, что вы хотите продолжать, а что никаким образом не может быть продолжено. Вот такой порядок в своей жизни. Посмотрите, переворачивается карта крысы. Вы можете даже передумать или изменить свое отношение где-то к своим друзьям. Или к тем людям, с которыми вы прежде тесно общались, были какие-то общие цели, и цели свои вы тоже можете пересмотреть. Вы можете прийти к выводу, что это было мне что-то навязанное. По крайней мере, больше определенности, больше порядка. Основная тема последних дней месяца. Ага, кто знает, может быть, вы уже где-то сейчас анализируете и для себя как план минимум, план максимум на будущее составляете. Что же еще? И это вам дает ключ как раз к новым свершениям, к новым победам, к новым возможностям. Мои дорогие близнецы, ключи в ваших руках. Это вы можете открыть сейчас практически любую дверь. И как будто нам говорят, есть и эта самая дверь, и есть у тебя в руках ключ. Это всегда возможность. Возможность договориться с нужными людьми. Или возможность обойти какой-то вопрос. Возможность словно расчистить свое собственное пространство. Может быть, и буквально кто-то расчищает дома. И выходит так, что оказались ненужные вещи. Вы можете с учетом аркана лисы находить те вещи, которые вообще непонятно, откуда к вам взялись. Я не говорю про какую-то магию или подклады, будем говорить, да, вот есть такое значение. Но и крысы-то ведь выпали тоже.
Поэтому, правда, здесь даже как будто карты рекомендуют: очисти свое жилище. Убери буквально либо хлам, либо перепроверь те вещи, которыми ты не пользуешься. Есть, знаете, такое золотое правило. Я по нему живу и всем рекомендую. Вы видите какую-то вещь, задайте себе вопрос. Сколько лет это у вас лежит? Будет ли это для вас важно через 2 года, а потом по убывающей, а через год, а через полгода? И если вы видите, что это оставлено, может быть, вчера, и, в принципе, вы сами даже не можете определить, на какой срок, на неопределенный срок, нам карта говорит: выброси это. И тем более, если это будет касаться вещей, к примеру, да, или мы говорим, да, как чистка дома, чистка вашего пространства, тех вещей, хотя это может быть связано и с отношениями, которые не имеют прогресса, или те какие-то вещи, которые у вас находятся долгий период времени, они уже, может, лежат год, а может и 5, а может еще больше, то, скорее всего, вам это тоже не понадобится. Твое новое, счастливое не может войти в жизнь, потому что место занято тем, что уже сейчас не актуально, что не способствует вашему росту, что вас не радует, а превращает вашу жизнь как захламленное пространство. Ну, это может быть и философский вопрос, но тем не менее все 3 карты раскрыли нам, что же это такое. Это не просто хитрость, нет. Тут нужно избавиться от какого-то балласта, мои дорогие. И тогда вот этот как ключ и дверь, как открыть дверь в будущее для себя. Что же еще? И снова выпадает карта крысы. Вы можете застрять в каких-то, как, прошлых мыслях. Или вам с чем-то жалко расстаться, допустим, да. Вы можете сожалеть, что вложились в какие-то отношения. Но вот правда, вам это сделать будет непросто. Есть то, что вы не можете никак забыть. И тогда нам карты говорят о том, что ты как вот пороговое значение, и ты сейчас на пороге. Или ты вот избавляешься от этого мусора, или ментального пусть даже. Но значит, то, что ты продолжишь, ты должен быть твердым. Нам ведь уже сказали где-то, что есть контекст или какая-то концепция вашей жизни, которая не может быть продолжена. Но думая о том же или решая сохранить даже в какой-то процентной доле то, что для вас не радует, и то, что не может быть, скажем так, продолжено, повторено или для вас принести счастье. Все-таки от этого стоит избавиться. И в том числе от мыслей. Вы как будто четко определяете, кто вам где, ну, может быть, поставил подножку. Вы тут можете много анализировать, мои дорогие близнецы. Вот такой для вас период. Может быть, это будет связано с некоторыми отношениями, когда разорвать их очень сложно. Но, скорее всего, это была какая-то манипуляция. Могла быть, по крайней мере. Что же нам еще скажут карты? А вам как будто, посмотрите, карта ребенка. Идти в новое необходимо. Но опять же, карта напоминает, ты не можешь этого сделать, пока не избавишься даже от каких-то ненужных воспоминаний. Или, может быть, не совершишь важные разговоры с некоторыми лицами, чтобы обозначить четко свои границы. Вот эти границы, понимаете, тут как будто вы на что-то решаетесь и уже интуитивно, мои дорогие, чувствуете, куда нужно делать, идти или что нужно делать, как нужно действовать, какие люди для вас действительно искренне. Но еще сожаление о прошлом может в какой-то вас словно опускать анализ вот на эту глубину философии, ненужной, кстати. Когда вы можете думать, да, было что-то и хорошее, и, может быть, у меня получится что-то хорошее сохранить, а вдруг мне это пригодится, карта нам все же снова уверенно говорит, нет, у тебя как будто, тебе нужно словно обнулиться. Новые какие-то планы перед собой, задачи построить. Построить, может быть, новое окружение, мои дорогие. Для кого-то из вас могут быть вопросы семьи даже. И это окружение может быть очень близким, не просто с друзья, а кто-то из близких. Иногда карта говорит, и может быть отношения с вашими детьми.
Я думаю, что это не для всех, но, может быть, для одного-двух карты будут рассказывать даже об обмане, может быть, очень близких родственников, от кого вы совершенно не ожидали. Кто вас, ну, несколько мог, знаете, как вам навязывать некоторую идею или свои какие-то пожелания, имел какую-то свою выгоду, и вы постоянно думали, доверяли этому человеку, а теперь вы тоже придете к выводу, что ну надо же, меня не только обманул чужой, а меня еще и обманывал свой. Вот совершенно неожиданно, мои дорогие близнецы, какой-то, ну, финал вы должны совершить в эту десятидневку. Ну вот и вы на развилке. Придется делать выбор. Вы можете пойти назад, и тогда ничего не будет меняться. Или вы можете, опять же, начать что-то сохранять, а можете разработать совершенно новую стратегию, тактику, как в отношении близкого окружения, близких людей, так и в отношении, может быть, вашего социума, ваших друзей, ваших планов на будущее, пересмотреть свое общение по части работы или вообще каких-то своих амбициозных, мои дорогие, планов тоже. Давайте немножко раскроем. Вот ваш путь, посмотрите. Очень символично, что даже на Таро вам выпадает 20-й аркан, страшный суд, и подтверждает все то, что я сейчас сказала. Да, эта карта и суд вовсе не страшный, избавление от прошлого, избавление от страданий. Так вот, это избавление произойдет только тогда, когда вы сами словно избавитесь от этого мусора в вашей жизни, как вот ментального, так и от ненужных связей, или от ненужных концепций, или признаете какие-то ошибки, или совершите важные разговоры. И для вас, посмотрите, карта Император. У вас смена статуса идет сразу. Вот такая перезагрузка, так карты видят. И вроде как она совершенно необходима, потому что позвольте войти в вашу жизнь счастью, каким-то новым совершенно возможностям. Или вот посмотрите, у нас сам как будто иерофант сидит и печалится на дне колоды, 5 кубков, карта апатии. Вот вы выбираете между императором и между апатией. Выбор за вами. Высшие силы словно будут готовы помогать тогда, когда вы, ну, какую-то свою новую стратегию, тактику разработаете на последующий период времени, когда чего-то не испугаетесь, не побоитесь идти вперед и действовать по-новому. И правда, мои дорогие близнецы, ведь для вас сейчас, пусть Юпитер в вашем первом доме, это пробудет до июня 2025 года, это период переосмысления, это новое «я». А потом во второй дом перейдет Юпитер, и это дом финансов и каких-то достижений, уже более материальных решений, когда вы что-то сможете уже видеть как результат на практике. Идем дальше. Что нового войдет в вашу жизнь? Достанем вот такую карту. В чем ваша сила на эти 10 дней? В чем заключается ваш успех? Что будет дальше? Что будет продолжаться на ноябрь? Или чем вы продолжите заниматься, что будет актуально на последующий период времени? Достанем карту Таро «Неожиданность» и посмотрим по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, финансы, личная жизнь и карта «Совет». Давайте узнаем. Что же нового войдет в вашу жизнь? Ну, вот некоторая пауза. И, кстати, есть такое значение. Я привожу мысли в порядок. Вот опять же нам про порядок. Есть какая-то и пауза, и она вам совершенно необходима для того, чтобы определиться. И карта где-то снова говорит, пока ты, ну, где-то не проведешь ревизию прежних событий, прежней своей жизни, прежних возможностей, что ты упустил, может быть, да? Но тогда не сожалей об этом, а в каком-то новом контексте адаптируй к теперешним условиям. Но есть
то, о чем нужно поразмышлять. Это у нас мечи, это не ненужная глубокая философия. Это когда действительно мы видим какую-то проблему и принимаем конкретные решения. Да, карта говорит для кого-то из вас: будь внимателен к своему здоровью, не переусердствуй в чем-то, правильно рассчитай свои силы, для того, чтобы хватило сил на какие-то великие свершения, мои дорогие близнецы. Потому что чрезмерная нагрузка может тоже, как усталость, уложить в постель. Ну и, надо сказать, у нас конец октября сам по себе период такой эпидемиологически более сложный, когда мы подвержены заболеваниям простудным вирусом. Поэтому и когда падает иммунитет, даже из-за усталости, как раз вот эти все вирусы, бактерии начинают более активно размножаться, скажем так, в нашем организме. Поэтому себя беречь стоит дважды. Не переусердствуйте где-то, как и с физической, точнее, нагрузкой или с какими-то физическими занятиями. Может быть, что-то как тяжелый труд. Вот это тоже, вот понимаете, или когда много работы, когда вы какие-то грандиозные перед собой поставили планы, но они, может быть, или вам не нужны, или в конечном итоге они не будут тоже служить какому-то прогрессу. Одним словом, некоторая чистка, она как будто подразумевается. И ведь мы спросили, что нового войдет, а нам тут как бы раз предлагают опять-таки навести какой-то баланс в нашей прошлой жизни и четко понимать, что мы будем продолжать, а что нет. В чем же ваша сила, в чем ваш успех будет? В ваших решениях. Решитесь вы на что-то или нет. Карта выбора. Или у вас есть возможность все оставить как есть. Вторая возможность. Вот как этот человек, он словно ходит от одного жезла к другому. Вот он дойдет до этого. Короткий, кстати, путь. Но это, по сути, когда мы пытаемся усидеть на двух стульях одновременно. Мы знаем, что из этого ничего хорошего не получается. А все же выбор делать придется. Вы сделаете выбор. И от этого будет зависеть ваш успех. Вот так однозначно. Что же будет дальше? Это карта отшельника. Это карта, когда вам ничего или никто не мешает. Это какая-то, знаете, как высшая миссия, которую вы должны совершить. Мы все имеем свою миссию и для чего-то пришли на эту планету Земля. Отшельник, для него важна его какая-то идея, как и духовность. Где-то так, и то, что может быть продолжено. Его могут не одобрять, кстати, вот в контексте того, что выпало. Ему могут как и лестные слова говорить, или что-то такое приятное в надежде, кстати, подкупить, или так вот немножко притушить бдительность, да, а при этом человек будет иметь какое-то свое намерение или цель. А мы можем расслабиться и на что-то согласиться. Или отшельник также не реагирует на что-то обидное, или когда с нами спорят. Ему все равно. Он более чем устойчив. И вот для вас будет продолжено то, что вы сами определите. Очень символично, что вверху аркан, ключ. И что-то вам придется изучать. Может быть, как какая-то тайна у вас еще вдобавок откроется, или как ваше понимание, может быть, как и инсайт у кого-то по творчеству. Я хочу сейчас совершить именно какое-то действие, или я хочу именно теперь, чтобы моя жизнь складывалась в определенном качестве. Вот вам может чего-то очень захотеться. Причем это будет важно для вас. Может быть, это будет у кого-то касаться ваших амбиций именно по работе. У кого-то желание через личную жизнь больше стабильности. У кого-то желание заработать деньги. Но значит, работа над ошибками, она все равно как бы предусматривается. Мы изучаем по аркану книги. Давайте мы узнаем еще, что значит отшельник. Будьте мудры. Мудрость. Да, анализ прежних ситуаций. Интересный период у вас. Звезды. А это всегда карта будущего. Это что-то, то, что может быть продолженное на длительный период времени. Лет на 10-20. Какая-то история может достичь своей кульминации в последние 10 дней октября. И вам нужно будет делать выбор.
И посмотрите, опять же, на дне колоды. Один из символов Меркурия – корабль. Это перемены. Перемены зависят от вас. Нам, опять же, повторяют карты, и это должно быть продолжено. Но рассчитываем сами на себя. И вот когда сами на себя рассчитываем, но у вас и двери, как будто вы знаете, куда идти, и ключи в ваших руках. И сами вы тоже достаточно сильны. Неожиданность? Какая неожиданность? С чем вы можете столкнуться? Аркан юстиция. У кого-то могут быть буквально споры в суде. И давайте мы немножко раскроем. У кого-то и вам могут возражать тоже. Вы должны, мои дорогие, для самих себя, может быть, какие-то вопросы, дела подвести к итогу и сделать все по закону. Или по конкретному вопросу узнать, как работает в отношении вас закон. Или, соглашаясь на что-то, здесь тоже, ну, где-то разузнать поточнее, что это для вас будет на долгий период времени. Не выйдет ли так, что вы на что-то согласитесь и тем самым повторите какую-то прежнюю ошибку? Для кого-то это может означать как сама по себе ответственность. Да, по этой карте это всегда причина и следствие, старший аркан, когда мы прежде сделали что-то, если хорошо, то теперь пространство помогает нам, пусть руками других людей, или какими-то, знаете, неслучайными случайностями, событиями, когда у нас что-то может складываться в плюс. Но мы можем также и сожалеть о том, что мы допустили ошибки, и поэтому, значит, какой-то вопрос для кого-то из вас придется не то что решать заново, а может быть какой-то важный разговор совершить или на что-то решиться опять же. Давайте мы раскроем, чего это может касаться или какой сферы жизни. Может быть, у кого-то конкретно вопросы дома, кстати. Да, тут вопросы, как и дома, с арканом якорь, вопросы вашего благополучия, вопросы денежные могут быть. И вообще все идет к тому, что к надежности. Где-то карта дополняет, что когда ты все поступаешь или делаешь, согласовываешь с законом, у тебя больше уверенности в завтрашнем дне, больше баланса. И опять же, тогда наступают перемены, мои дорогие. Для кого-то это поездка, переезд или приезд человека к вам. Какие-то возможности, кстати, для вас и по бизнесу, по работе, возможность заработать денег. Это ваш Меркурий вам помогает, мои дорогие. Но есть и то, как по справедливости вы должны все же пересмотреть концепцию своих действий или методов. Может быть и цели, намерения. Вот такой вот своеобразный анализ жизни в уходящую десятидневку октября. Давайте я достану еще одну карту. Ну, нечего мне добавить. Карты говорят, что да, есть то, что ты должен как отказаться. Потому что это не для тебя не будет ни прогрессом, ни счастьем, ни тем, что тебя будет радовать. И есть то прошлое, которое нужно поблагодарить, может быть, у кого-то и отношения, и окончательно сказать прощай. Вот как-то так. Может быть, это своим собственным ошибкам тоже. Дела, работа, бизнес, мои дорогие. Королева мечей. Это карта мудрости, это карта независимости. И пусть меня смотрят мужчины, но все же это мечи и персональная карта. И, знаете, это для вас, как идет подсказка. С одной стороны, будь мудр. Какой-то вопрос тебе придется детализированно разобрать. Но это еще и карта вдохновения, новых возможностей. Что-то сделать для себя очень грамотно, хорошо, надеясь на собственные силы. И при этом где-то быть готовым к неожиданностям. Потому что эта карта еще и про образ Юдифи. А она сумела осуществить свое великое действие именно потому, что первое, она никому ничего не говорила. Она очень правильно оценила свое окружение. Она оценила собственные силы, какую-то ситуацию просчитала. И в конечном итоге она таки осуществила свой героический поступок, будем говорить. Кому интересно, я думаю, найдете информацию. Вот такие энергии сообразно Юдифи. Посмотрите, удивительный расклад, потому что буквально с первой карты нам раскрывают позицию, которая понятна, даже не зная карт Таро или карт Ленорман. Поэтому будьте где-то сосредоточены, внимательны. Не согласитесь на то, что вас разрушает. Или то, что
ну, как наоборот, вас ввергает в какие-то сомнения или не служит вашему прогрессу в делах, или словно возвращает в какой-то длительный период снова ожиданий, когда пейзаж не меняется, мои дорогие. Финансы. Мне очень хочется... Тут тоже новые способы заработка. Карта шута, карта каких-то трат. Вы можете, кстати, сами анализировать и принять к сведению, что вы на что-то потратили совершенно зря. Вы и здесь, знаете, как двояко. Вы можете пойти двумя путями. Вы можете сожалеть или начать искать себе оправдание, что это кто-то виноват, что вы не приняли неправильное решение. А можете провести работу над ошибками и сказать самому себе, ну да, вот тут в этом деле я ошибся, в этом я сглупил или сглупила. И теперь я больше такой ошибки не повторю. Здесь все же нам предлагают как-то по-новому оценить и свои собственные финансовые возможности, заработки или способы зарабатывания денег, или ваших инвестиций будущих, или вложений. Ведь эта карта, она и говорит о том, что, ну, поскольку шут или карта дурака, мы как раз можем где-то понимать, что, ну, не все пошло с плюсом, и ни в чем, не во всем мы правы, но все же еще и карта открывает новые возможности. Поэтому, опять же, выбор вы делаете, мои дорогие близнецы. Какая ситуация вот по этим двум картам, что интересно? И ведь королева мечей, она от чего-то тоже отказалась, будем говорить, если так, к одному знаменателю все это событие свести. О чем или о какой сфере жизни нам говорят? Карта дерева – это карта благополучия, изобилия, процветания и роста. У кого-то и карьерного роста. И все то, что мы уже с вами сказали, которое будет служить вам долгий период времени именно как благополучное решение дел или благополучное состояние вашей жизни, благополучное состояние вашего здоровья. Здесь вы какую-то для себя можете обустраивать концепцию или буквально конкретно вопросы, связанные с вашим домом. Может быть, вы и дома что-то делали, но придете к выводу, нет, вот как-то неправильно поступал. Или, может быть, какая-то прежняя политика, что вы решали по части своего жилища. Вы можете прийти к выводу тоже, мне тут надо внести некоторые коррективы, но для вас и открываются новые возможности. Новые возможности, безусловно, и по заработку тоже. Но какие-то свои идеи сделать более реалистичными. Это карта мужчины, это мужские энергии, но это, знаете, как решимость, а конкретики нет никакой. Насколько продуктивны ваши идеи? Или это просто, как, знаете, как экзальтация какая-то, но не более того, а вам нужно быть реалистами. В этой колоде две карты мужчины и две карты женщины, а вам нужно к якорю. Оценить, насколько реалистичен какой-то проект или все то, что касается вашего жилья или способов зарабатывания денег. Все-таки откуда дерево, откуда якорь. Это условно мы можем назвать место нашего пребывания, место нашей стабильности. Ну и якорь-то тоже, как будто на что мы готовы решиться. Или якорь может говорить, что мы можем так где-то раскиснуть и можем пожелать оставить все по-прежнему. Выбор за вами. Что же в личной жизни? Ох, здесь тоже может захотеться с кем-то разобраться. Могут быть и обиды. Рыцарь мечей. Но в положительном смысле карта говорит правда и ничего, кроме правды. Есть какая-то истина, мои дорогие близнецы. От этого и оттолкнуться. Может быть, вам хочется даже с кем-то, ну, поговорить на очень важные темы. И, может быть, вам это удастся. Есть такая опасность, что это перейдет в какой-то спор или в доказательство, но все же карта нам говорит, не расширяй какую-то дистанцию, не увеличивай какой-то конфликт. Для кого-то из вас это может означать, к примеру, личная жизнь не только про любовь, может быть, есть те вопросы, которые вы именно лично для себя, опять же, по дому решаете. И иногда это могут быть какие-то, ну, как инспекторы, да,
Для кого-то из вас налоговая инспекция, может быть, вам нужно как раз какой-то документ подготовить, и тогда вы будете перемещаться, что-то согласовывать, узнавать, буквально подсчитывать, и тогда тоже вы как-то в финансах не должны, ну, совершить ошибку. Будьте предельно внимательны. Где-то карта говорит о том, что вы можете столкнуться с людьми достаточно сложными по характеру. Ну и сами тоже где-то можете проявить вот такие энергии. О чем нам говорит эта карта? В этой карте аист. Аист, обратите внимание, один. Если с кем-то начнете спорить, к примеру, да, когда этот спор не имеет какой-то конкретной основы, когда больше эмоций, когда больше не нужной философии, когда просто хочется настоять на своем, мы можем остаться в одиночестве. Но для кого-то аист будет еще и говорить, да, действительно, дела, касаемые дома или что-то с жильем, может быть, вы там что-то переделываете, здесь у каждого по-своему, но, может быть, и личная жизнь, и для кого-то это будет говорить, что где-то сбавь обороты, чтобы не остаться одному, если есть как таковой конфликт, или путем конфликта ты какой-то вопрос не решишь. Ты себя, наоборот, изолируешь от какой-то ситуации, а тебе нужно держать руку на пульсе. И такой контекст тоже. Что еще? А здесь как раз любовь, счастье на кону у вас стоят. А вот у вас могут преобладать такие энергии, когда хочется как раз расставить все по местам, сделать это жестко, где-то непримиримо. Что-то вам надоело, и вы опять же на выборе. Вот выбор, который практически прослеживается по всем сферам жизни. Давайте откроем карту совет. А на кону ваше счастье. На кону ваша любовь, на кону ваше благополучие. Какой-то новый уровень возможностей и нового качества жизни. Интересный расклад, мои дорогие близнецы. Проанализируйте, перекладывайте на себя, мои дорогие. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.